Обратилась клиентка с жалобой на вот такое печальное состояние ногтей на большом пальчике у нее. Анихолизис, мизинец тоже не свежий. В общем, в догадках мучается и думает, что же такое с ней не так. И в предыдущих видео я это разобрала. Я показала ее обувь, дала ей консультацию и оставила специально для вас живой прием. Поэтому о причинах такого состояния в других моих роликах. А здесь мы будем выполнять зачистку. Мы имеем анихолизис. И один из самых, наверное, простых и удобных способов делать такую зачистку – это использовать два инструмента. Маленький твердосплавный в шарик и также специальные пряморежущие кусачки. Почему я настойчиво рекомендую все-таки выполнять такие зачистки у специалистов, а не пытаться сделать это самостоятельно? А все дело в том, что у специально обученного человека будут профессиональное оборудование и инструменты. И как бы со стороны экрана не казалось, что да, что тут делать, просто отрезать и все, на самом деле есть нюансы и есть тонкости. Если сделать здесь что-то неправильно, то это может влечь за собой определенные последствия. А тут у нас ноготочек с тенденцией на вырастание. Мы видим, что после того, как я убрала часть ногтевой пластины, у нас заметны такие, как борозды от тех мест, где ногтевая пластина терлась о кожу. В общем, если неправильно все это добро подзачистить, то, скорее всего, вырастать будет еще хуже, чем было. Ну а для работы у меня, как всегда, профессиональные инструменты и оборудование, и также фрезы. Все значки и ярлычки появляются в уголочке экрана для вашего удобства. А также дополнительно я оставляю ссылочки в описании. Как, например, вот этот кюретка, тоже профессиональный инструмент, у которой абсолютно гладкие края, и она точно не травмирует ни вас, ни вашего клиента. Они, конечно, доступны к заказу на маркетплейсах, например, но тем не менее на всякий случай оставляю ссылочки, вдруг вам это будет удобно и кстати. Мы же здесь пока все это время, пока я вам рассказываю, занимаемся тем, что очень аккуратно убираем по маленькому кусочку ненужную часть ногтевой пластины, потому что под этим анихолизисом у нас пустота, а это обозначает, что туда может попасть грязь и что-нибудь завестись ненужное. Дальше мы в работе используем алмазную фрезу с зеленым пояском. Это достаточно грубый абразив, с ним нужно быть осторожнее. Я знаю, что такой абразив очень редко используют в работе, но в педикюре я очень люблю синий и зеленый, потому что я обрабатываю не только кутикулы и птериги, но также опиливаю толщину ногтевой пластины, если на это есть необходимость. Иногда нужно подснять эту толщину, но опять-таки трюки выполняются профессионалами и крайне не рекомендую делать это необдуманным. И также алмазной фрезой, в моем случае синим пояском, я буду доравнивать вот этот наш свободный край. Там, где есть совсем большие кусочки, которые остались, естественно, я срабатываю твердосплавной фрезой. Точно так же тот же самый твердосплавный шар, который был в начале. Ну а в самом конце, конечно, как всегда, у меня будет алмазка. Это нужно для того, чтобы все сравнять и снивелировать. Ведь смысл зачистки анихолизиса заключается в том, чтобы не осталось никаких бортиков, никаких ступенек, потому что нам нужно, чтобы при отрастании это не цеплялось, чтобы при отрастании туда не попадала грязь. И помните, что анихолизис можно зачищать сколько угодно раз, но он будет возвращаться к вам снова и снова, если вы не проработали причину его возникновения. Ведь анихолизис, он же отслоение ногтя от ногтевого ложа, это всего лишь следствие, а вот причины могут быть абсолютно разными, такими как, например, травмы, либо ношение какой-то узкой неудобной обуви. И есть даже случаи, когда причиной анихолизиса может быть какая-нибудь не очень приятная болезнь. Но это, как говорится, уже совсем другая история и не наша зона ответственности, не наша зона компетентности. Поэтому нужно в определенный момент, при определенных обстоятельствах отправить клиента к врачу, объяснить, зачем ему туда нужно пойти. Мы здесь закончили нашу зачистку, мы наносим антисептическое средство, потому что есть ранки. Клиентка пришла немножко после педикюра, вы сами видели, что было в начале, поэтому на всякий случай перестраховываемся. Любимый бинтик Пеха Хафт и, конечно, из грустного пальчика мы сделаем веселый и пожелаем ей скорейшего выздоровления.